Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень простой торт за 30 минут, который я называю мулатка. Здесь у меня 100 граммов меда, я добавляю 1 чайную ложку соды. Мы с вами будем делать шоколадно-медовые коржи. Ставим мед с содой на плиту, я совсем забыла это сказать, и сейчас при нагревании у нас пойдет реакция, потому что сода у нас имеет щелочную реакцию, а мед кислую реакцию, и вот они уже начинают между собой реагировать и пениться. Поэтому берите кастрюльку с достаточно высокими бортиками и вот так постоянно нагревая, нам нужно, чтобы эта смесь приобрела красивый янтарный цвет. На это где-то уйдет минута-полторы, в зависимости от интенсивности нагрева. Посмотрите. Все как и на торт медовик. Кстати, у нас на канале уже есть замечательный быстрый медовик. Я оставлю ссылку в описании под видео. Готовьте. Потрясающий торт. Один из моих самых любимых. Посмотрите, какой красивый цвет. Уже на этом этапе я буду снимать с огня ковшик. Добавляю сюда 100 граммов мягкого сливочного масла, можно его растопить, а можно добавить просто в теплую смесь, и сейчас у нас оно растает. Посмотрите, какой красивый цвет, аромат тоже очень приятный. Берем 3 яйца, добавляю 1/4 чайной ложки соли, 100 граммов обычного сахара. Если хотите, можно воспользоваться миксером, если нет, то можно просто перемешать все венчиком. Добавляем сюда сливочное масло с медом и содой и перемешиваем. Просеиваем сюда 180 граммов муки. Как видите, у нас очень простое тесто, то есть простой рецепт, не нужно ничего взбивать, просто все смешиваем и будем запекать. Также добавляю сюда 40 граммов какао. Тоже просеиваю, потому что сейчас увидите, что какао комкуется. Зачастую так происходит. Оно очень хорошо вбирает влагу и формируются комочки. А при помощи сита можно их легко разбить. Перемешиваем до однородности. И наше тесто готово. Выливаем тесто на противень, выстеленный пергаментом. Распределяю тесто по противню. Противень стандартный от духовки размером 30 на 40 сантиметров. Ставим корж выпекаться в духовку, прогретую до температуры 180 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции на 12-15 минут. Крем у нас очень простой. Я беру 500 граммов сметаны жирностью 20% и добавляю сюда вареную сгущенку. Я добавила 100 граммов. Вы, если хотите, добавьте больше, чтобы было посладше. Крем не нужно взбивать, просто перемешиваем. Он идеально подходит к медово-шоколадным коржам. Корж уже готов, он очень ароматно пахнет. Я выпекала 12 минут. И вам советую тоже его не пересушивать. Как только вы видите, что он уже сверху пропекся, можно его доставать из духовки. Подрезаем края. Из этих остатков мы сделаем потом крошку для украшения. Посмотрите, какой у нас красивезный получился корж. Ничего мы с вами не взбивали, а он такой воздушный и видно, что влажный. Если вы видите, что у вас есть возвышение небольшое, его тоже можно подрезать. И эта часть у нас тоже пойдет для украшения на крошку. Теперь разрезаем пополам. И еще разрезаем, чтобы у нас с вами получилось 4 коржа. Кстати, если хотите, каждый из этих отдельных 4 коржей можно еще вот так вот вдоль разрезать пополам, и у вас получится 8 коржей. Начинаем собирать торт. Берем первый корж и выкладываем немножко абрикосового джема. Также идеально подойдет сюда вишневый джем, можно и черную смородину. 1 столовая ложка, даже чуть меньше джема на 1 корж. Также дождитесь, пока коржи полностью остынут. Они, в принципе, очень быстро остывают. Вы можете их выложить на решетку, и процесс будет еще быстрее. Выкладываем сюда крем.
Так, разравниваем аккуратно. И накрываем следующим коржом. Если вы будете разделять каждый корж еще пополам, то выкладывайте чуть меньше крема, чем я сейчас выкладываю. То есть не чуть меньше, а ровно в 2 раза меньше. Снова чуть меньше столовой ложки варенья. Аккуратно распределяю. Оставшимся кремом покрываю верх и бока. Здесь уже более тонкий слой у нас будет. Обрезки нужно измельчить. Это можно сделать при помощи блендера. Если нет блендера, можно натереть на терку. Крошка готова. Посыпаем крошкой сверху. Как вы видите, это очень быстро, но торт у нас с вами роскошный. Вы только представьте, медово-шоколадные коржи с абрикосовым джемом, сметанным кремом, сваренной сгущенкой. А делается это все на раз, два, три. Очень быстро, и даже миксер вам не нужен. Теперь покрываем бока. Очень удобно использовать вот такой шпатель кулинарный. Просто поднимаете вверх. То, что пристало, то пристало. И с этой стороны. Теперь я взяла разъемную форму, чтобы было проще накрыть пищевой пленкой сверху. И ставим все в холодильник минимум на 4 часа, можно оставить на ночь, чтобы торт у нас стабилизировался и хорошо держал форму. Прошло 2 часа, и уже честно скажу вам, так хочется попробовать торт. И он уже пропитался, поэтому сейчас я вам покажу. Посмотрите, какая у нас с вами вкуснятина здесь. Давайте пробовать. Торт мягкий, нежный. Как же вкусно пахнет! Очень вкусный торт с богатыми оттенками. Здесь вам и шоколадно-медовые коржи, и сметанка вместе с вареной сгущенкой, и еще и абрикосовое варенье. Мне нравится то, что делается он так быстро, и еще он и пропитался буквально где-то за 1,5-2 часа, и уже можно наслаждаться. Что еще нужно? Вот такая быстрая, вкусная вкуснятина быстрая, быстрый вкусный торт к чаю обязательно приготовьте. И не забывайте, что лучшее спасибо — это репост видео. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.